Привет, друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. И сегодня мы с вами приготовим вот такую красоту. Румяный хрустящий жареный хворост знаком всем, но сегодня мы его приготовим в виде цветочков. Может показаться, что готовить его сложно, но на самом деле ничего сложного в этом нет, так что пойдемте готовить его вместе. И прежде чем приступить к приготовлению, я натру лимонную цедру. Натирайте только ароматный верхний желтый слой, белый слой будет горчить. Натерли, а теперь приступим к приготовлению. И для этого рецепта нам понадобится 2 средних яйца, 40 грамм сахара, щепотка соли, 60 грамм молока, 30 грамм растопленного сливочного масла, 2 столовые ложки водки, виски или бренди, цедра одного лимона и 300 грамм муки. И сначала я смешиваю яйца с сахаром. И сразу добавляю щепотку соли. Затем добавляю охлажденное растопленное сливочное масло, цедру одного лимона, молоко и коньяк. И хорошенько все перемешиваю. И в конце постепенно добавляю муку. В описании под видео я обязательно оставлю все пропорции. И еще оставлю вам ссылочку на другой рецепт хвороста, попроще, чем этот, но очень вкусный. И еще вам оставлю ссылочки на разные вкусные десерты, которые уже есть на канале. И когда уже сложно замешивать вилкой, я замешиваю руками. Затем припыляю стол мукой и замешиваю еще немного на столе. Тесто должно получиться плотненьким. Вот такое тесто должно у нас получиться. И теперь нужно дать отдохнуть тесту 30-40 минут. Накрываю его пищевой пленкой и полотенцем. И после этого делю тесто на 2 части и нужно раскатать его в тонкий пласт. Присыпаю стол мукой и раскатываю как можно тоньше. Раскатали тоненько, а теперь нам понадобится 3 круглые формочки разных диаметров. Каждый наш цветочек будет состоять из 3 кругляшков. И я формирую одинаковое количество кругляшков каждого диаметра. Оставшееся тесто собираю в комочек и в конце снова раскатаю. И теперь нам понадобится яичный белок. А сейчас беру кругляшок теста диаметром побольше, смазываю серединку яичным белком, сверху выкладываю кругляшок среднего размера, снова смазываю серединку белком и в конце выкладываю самый маленький кругляшок, слегка придавливаю серединку пальчиком и еще немного придавливаю обратной стороной кисточки для уверенности. И теперь ножом делаю 4 надреза. Вот таким образом.
И вот такие заготовочки у нас получились. При жарке они раскроются и получатся красивые цветочки. А сейчас в сковороду я наливаю около литра масла и жарю я на подсолнечном масле. На блюдо я стелю бумажное полотенце, чтобы впитывалось лишнее масло. И чтобы проверить, если масло нагрелось до нужной температуры, я опускаю маленький кусочек теста. Если он всплывает и вокруг появляются пузырьки, можно жарить. И теперь опускаю жарить по 4 цветочка. И опускаю я их маленькими лепестками вниз, так они лучше раскрываются. И не жарьте сразу много цветочков, чтобы они хорошенько раскрылись, и чтобы температура масла не снижалась. Если будете жарить при низкой температуре, хворост впитает много масла. Как только он подрумянился с обратной стороны, переворачиваем. Видите, они раскрылись, такие красивые, как кувшинки плавают. И вынимаем шумовкой, чтобы стекло лишнее масло. Тесто очень тоненькое и жарятся они очень быстро. Из этого количества теста у меня получилось 33 штуки. И вот такая красота у нас получилась. Как вы видели, это совсем не сложно, но результат просто супер. Легкие, воздушные, хрустящие, да еще и такие красивые. А еще мы их посыпем сахарной пудрой, и будет еще вкуснее. Вы только посмотрите, какая красота, как раскрылся этот цветочек. Слышите, как хрустит? Очень вкусно. Так что, если вам понравился рецепт, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Вас ждет еще много классных рецептов. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи!